Ну, Исаакаев — это мое не настоящее имя. Но я думаю, этого достаточно. Ну, меня как Исаакаева знают, поэтому я буду говорить, что я Исаакаев. Aisa is ethnically Tatar and used to live in Crimea, a peninsula in the south of Ukraine that was annexed by Russia in 2014. Был одним из создателей батальона «Крым». The Crimea Battalion is made up of primarily Muslim volunteers. Only a handful of them have previous military training. A couple of days after the war started, Aisa Kaev released this video. Братья мои дорогие, любимые, и пытаются лишить нас чести. Поэтому мы должны сражаться с ними и убивать всеми дозволенными шариатом способами. It was an open call for Muslims to join him in the fight for Ukraine. In a few days, the group grew from 15 to roughly 100 members. Все эти дни, которые вот идет война, мы активно в этом участвуем. Часть людей занимается непосредственно ведением боевых действий, а часть людей вот здесь охраняет, ну, скажем, на блокпостах, чтобы был покой. The group has been fighting on the outskirts of Kyiv. Recently, they swept for mines and any remaining Russian fighters who might still be in the area. Ну, все эти дни мы участвовали во многих разных. Вот освобождение Матыжина, входили мы там, зачистку делали, одним из первых вошли туда. In that village, the battalion found civilian mass graves. They recorded these disturbing images. Он уже пытали его. A survivor was able to identify some of the bodies. Там получается женщина, муж и ребенок. Такая вот нездоровая вещь. Вот. These mass graves are not isolated incidents. Ukraine has reported nearly 11,000 alleged crimes since the conflict began and is preparing to prosecute Russian soldiers in their custody for war crimes. Конечно, все равно, когда мирных жителей видишь, и когда женщин, обычных людей, просто представляешь, с каким ужасом они сталкиваются, конечно, это неприятно очень. Здесь мы нашли, получается, здесь 4, там 2, 6, там 7 человек. То есть здесь, возможно, еще где-то захоронение есть. Ну, просто жили там. Вот, чтобы далеко не ходить, прям рядом убивают, хоронят. Прямо под трупами? Ну вот блиндаж, вот здесь вот люди похоронены. Some of the battalion's fiercest fighting happened in this zoo. Вот этот вот дом угловой, мы когда сюда первый раз приехали, он был в целости, сохранности. Там, если мы общались, там блокпост стоял. Когда мы через несколько дней подъехали, там прямо на этот блокпост выехал танк и прямой наводкой расстрелял блокпост, там человек 8 сразу погибло. Заехали, там несколько машин подавили просто танками, прям с людьми. Ну, такой вот происходило здесь вообще кошмар. Ну, в принципе, везде по Украине, где бы они ни были, они везде творили одно и то же, практически, ну, в той или иной степени. Сначала было такое чувство горечи, твердое убеждение воевать до победного конца, но только это наше обязательство перед всем остальным человечеством. Today, roughly 400,000 Muslims live in Ukraine. Most of them are Crimean Tatars. Потому что, когда я в 2014 году приехал в Киев, я так понял, что практически никто не знал, кто такие крымские татары. Tatars have faced a long history of persecution. After World War II, Stalin accused the Tatars of working with the Nazis and expelled roughly 220,000 of them from the peninsula. Родился в Средней Азии, куда депортировали в 1944 году моих родителей. Deported Tatars were only able to go back in the late 80s, just before the collapse of the Soviet Union. Потом в 1989 году вернулся в Крым. С тех пор жил в Крыму. But that all changed in 2014 when Russia annexed Crimea. It was a move supported by many in the region, but Aisa, who was against the Russian takeover, left the peninsula. Around the same time, pro-Russian protests expanded into a civil war in the Donbass region. Just like today, ordinary people took up arms to fight back against the Moscow-backed forces. Ну и потом уже, когда на Донбассе началось, я сразу в это дело включился. That is when he founded the Crimea Battalion.
Since then, Aissa and his family settled in Kyiv among tens of thousands of Tatars who were now living in exile. Aissa's family has been fighting to keep their culture alive for decades. Обиделась, видишь, не хочет со мной общаться. Да, а? Ну, мы дома, мы в семье живем, как крымские татары, вот и все. Ну, говорим на родном языке, какие-то там, ну, рассказываем друг другу истории, которые касаются нашей семьи, нашего народа. Оглодем, ну ходим, салам алейкум. У меня 13 детей, 7 мальчиков и 6 девчат. И есть 2 внуков. Да, мне с внуком пообщаться. Не Мухаммад. This is the month of Ramadan. Traditionally, Aissa would break his daily fast with a family iftar, but his wife and kids are now in Turkey, living as refugees. Понял. Я чувствовал одно, что, наверное, не скоро с ними увижусь. Я не знаю, сколько это времени займет, но я так надеюсь, так, что получится. Мы освободим Крым, и они вернутся домой. Several battalion men gather for iftar in this Muslim community center on the outskirts of Kyiv. Вот. Ну, слава Богу, вот мы тут с ребятами вместе ифтарим, сухурим, молимся. Ну, близкие ребята все рядом вместе, как бы поддерживаем друг друга. Подразделения, братские, близкие отношения, они как бы помогают нам вместе пережить вот эти тяготы, скажем, военной жизни. Ramadan is a month of fasting, prayer, and giving. Crimea Battalion volunteers deliver food to Ukrainians in areas that were recently occupied by Russian troops. Коли їдуть всі наші воєнні, я пухнула так велосипед і стою, кожен благословляє, а вони мені отако, отак, ну, розумієте, машуть, а я давай. Хлопці наші бойовий настрій був, не поникли, як ото, знаєте, держалися хорошо. Все буде нормально, ми переможемо. Уже вони сюди не вернуться. Вже не вернуться. Ні. Головне вооруження, щоб було. Їх треба так розбити, щоб вже й не повернулися. The food delivery is for anyone still in the area who needs help. На сегодняшний день у украинского народа и у крымских татар есть возможность показать и доказать всему миру, что христиане и мусульмане могут жить в одном государстве вместе, его защищать и созидать. No matter what happens with the war, the road ahead for Aissa will not be easy, but his sights are set in one direction. Мы сейчас собираемся передвигаться на юг, потому что как бы основные боевые действия сейчас вот на востоке Украины и южная часть, это Херсон и все, вот, та сторона. Потому что как бы это ближе к нам, туда к Крыму, и хотим вот оттуда начинать свое возвращение домой.